Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Стандартно для всех обзоров смартфонов, у которых есть влагозащита, начинаем с теста на влагозащиту iPhone 15. Я его уже потопил для шортса, но напоминаю, что 14 Pro я в том же году, в прошлом году, когда только купил, утопил сразу. То есть он у меня кирпичился, потом его ремонтировали. Проверим, как 15 это дело выдержит. Уже второй раз, кстати. К слову, разумеется, я включил съемку. Сейчас мы видим, как это дело будет снимать под водой. Отключит она или нет съемку, это вопрос. Сможем ли мы отключить съемку после того, как в воде мы что-то поснимаем, тоже вопрос. Но я думаю, что все будет в принципе хорошо. Надеюсь. Потому что молния вроде бы в одно и то же место два раза не попадает. А я уже утопил один раз 14 Pro. Надеюсь, что 15 Pro Max и 15 Pro утоплены не будут тем же способом. Снимает. Вроде бы все хорошо. Да, пока живой. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, я расскажу вам о вот этом смартфоне. Это iPhone 15. Также я купил в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Все это будет прогнано стандартными способами, как и этот смартфон. Что я уже с ним сделал? Я его потопил. На лайв-канале вы сможете увидеть шортс. Здесь вы увидели в начале ролика, как я его еще раз топил. Он не погиб, чему я несказанно рад. Поэтому вы этот ролик и можете сейчас смотреть. Следующий момент, почему я так рад, потому что iPhone 14 Pro, повторяюсь, я утопил в прошлом году, и мне пришлось его все-таки в ремонте реанимировать. Если говорить об этом устройстве, первое, в Твиче он тест прошел, 1080p 60 FPS, он стримит, автоматом выставляется у него это разрешение. И это круто. Если говорить про игры, 30% он ест в Геншине в час, это довольно прилично. У него много недостатков, включая медленную зарядку, 60 Гц экрана и остальных прелестей, о которых вы уже наслышаны. Какие у него положительные качества, вы узнаете в ролике. Для интереса я сравню его по съемке, фото и видео с Redmi K60 Ultra. И нет, это не будет Xiaomi 13T или 13T Pro, точно это отдельное устройство. Самое смешное, что он фактически почти в 2 раза дешевле, чем iPhone 15. Если говорить о 15, здесь много чего хорошего, но, повторяюсь, очень много всего плохого, о чем вы узнаете, разумеется, в ролике. Распаковка. Упаковано все стандартно для яблока. Выполнена она в минималистичном стиле, на ней есть краткие характеристики, название, изображение модели. К слову, когда я его покупал в магазине, меня заставили его еще там вскрыть и проверить. Можете на лайв-канале посмотреть шортсы с тем, как я это делал. Упаковка обыкновенная. В комплекте мы имеем сам смартфон, руководство пользователя и кабель для зарядки с Type-C на Type-C, тканевый. Разумеется, нет чехла, блока питания и защитной пленки. Чехол я докупал сам. При том, что очереди генерировались искусственно, я рассказывал об этом на лайв-канале. Посмотрите, ажиотаж не такой лютый, как вам представляют. Ладно, смартфон положили, и то хорошо. Вес смартфона 171 грамм, а габариты 147 на 71 на 8 миллиметров. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны постоянно. Это 5 Mi Band в 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого еще разыгрывается смартфон Honor Magic 5 Ultimate в условиях по ссылке в описании. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Полетели. Приобрести данную модель можно в голубой, черной, зеленой, желтой и розовой расцветке. Внешняя данная модель не особо отличается от 14 линейки, плюс за то, что теперь отказались отщелкивать. Тыльная часть из стекла, а рамка из алюминия. Это вам не сплав титана, как в Pro и в Pro Max. С фронта стандартно Ceramic Shield с олеофобным покрытием, к слову, довольно неплохим. По сборке и качеству материалов, я думаю, говорить не стоит, что все отлично. Как вы уже поняли по началу ролика, данная модель имеет стандарт защиты от влаги IP68. У меня смартфон от воды не пострадал, но это с ним может случиться. Если что-то произойдет конкретно с этой моделью после утопления, через несколько дней обязательно расскажу вам об этом в моем телеграм-канале. Далее, в руке смартфон лежит приятно, он легкий, не особо громадный. Одной рукой пользоваться смартфоном можно без проблем. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости и переключатель режимов звука. Здесь он механический. Это хорошо. Разъем Type-C версии 2.0, 480 мегабит в секунду с поддержкой функции OTG и DisplayPort. Микрофоны, динамики, звучание здесь, разумеется, стерео, качество звука приятное и объемное. Ко всему, громкости более чем достаточно. Для персонализации звучания есть готовые предустановки, что удобно. Мини-джека и К-порта, разумеется, нет. Вибромотор
Монитор тактильно очень приятный, но не настраиваемый. Bluetooth версии 5.3 смартфон оснащен Super Retina XDR OLED дисплеем на 6,1 дюйма с разрешением 2556 на 1179 точек и плотностью пикселей в очень приличный 460 ppi. Хотя, напоминаю, флагманская я считаю плотность пикселей в 500 ppi. И Xiaomi это предлагает, допустим. В плане экрана изменений нет, кроме динамического острова. Контрастность 2 миллиона к 1, широкая цветовая гамма 100% DCI-P3, Dolby Vision, HDR10 и HLG на борту. Матрица экрана абсолютно плоская, рамки в наличии, но подбородка нет. Максимальная яркость по заявлению производителя 1000 нит, пиковая яркость HDR 1600 нит и пиковая яркость на солнце 2000 нит. Экран очень яркий, при прямом попадании света на экран яркости хватает и пользоваться смартфоном можно без проблем. Ко всему и запас яркости просто отличный. Частота обновления экрана только 60 Гц, да, и вот после этого момента уже смотреть тяжело, правда? С шимом все очень даже прилично. 6%, даже чуть-чуть меньше показывает на 100% яркости. Около 50% яркости смартфон показывает по шиму. 11%, если говорить про 10% яркость, то тут не так все волшебно, а 29%. В нуле шим достигает 12%, в принципе неплохо, но все равно глаза могут уставать. Есть различные функции, позволяющие использовать смартфон без вреда для зрения, так что вперед. True Tone на борту, как и Night Shift, разумеется. Always on Display в младшей 15-й линейке нет. Вот так, да, за $800 смартфон без AODA. Разблокировать экран можно при помощи Face ID, срабатывает данная система отлично. Проблем с ее использованием у меня лично нет. Мне кажется, это просто волшебная штука именно для банковских приложений, но вы сами знаете, что устанавливать их можно, но при этом присутствуют проблемы. Зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица, либо еще дополнительное лицо в маске. Свое же. Установлен здесь бионический чип A16 с техпроцессором 4 нанометра с 6 ядрами, максимальная частота которого 3,4 ГГц. Также смарт имеет 5-ядерный графический процессор и 16-ядерный нейронный процессор. Интерфейс iOS 17 версии, оперативная память на 6 ГБ, внутренняя память 128, 256 и 512 ГБ. Разумеется, есть поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, 4G, разумеется, имеет 7 и 20 бенд. У меня комплектация под физическую симку, можно завести 2 активные eSIM и хранить 8 или более eSIM внутри. Связь смартфон ловит отлично, звучание при звонках великолепное, микрофоны отрабатывают хорошо и датчик приближения за время использования меня вообще никак не подводил. Запись разговоров в стоке, разумеется, отсутствует. VoLTE на борту, как и VO Wi-Fi. NFC поддерживается, но мы сами прекрасно знаем, что нужно через танцы с бубном заводить все это дело. А Apple Pay у нас не работает. Из навигации на борту GPS, GLONASS, Galileo, QZ, SS, Beidou. Из датчиков на борту Face ID, барометр, гироскоп, акселерометр, датчик приближения и двойные датчики внешней освещенности. Также отмечу, что есть просто огромное количество функций, приложений, к примеру, экстренный SOS через спутник, помощь на дороге через спутник и не только, но 90% из них бесполезно для тех, кто проживает в России. Перейдем же к автономности. Емкость аккумулятора 3349 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку до 20 Вт, беспроводную зарядку MegaSafe до 15 Вт и стандарта Qi до 7,5 Вт. Заряжается он от 0 до сотки, вы будете смеяться, но у меня за час 20. Может быть, как-то они с прошивкой что-то перемудрили, но это как-то совсем за гранью. За 8 минут он зарядился на 15%, за 30 на 54%, за 50 на 81%. А час 26 мне понадобилось для того, чтобы зарядить его по кабелю на 100% с нуля. За час просмотра видео на YouTube у меня ушло космических 16% заряда при 100% яркости при просмотре через Wi-Fi. В играх с одновременным стримингом на Твиче уходит 26% заряда в PUBG, притом яркость смартфон не сбрасывает, на лайв-канале есть уже подтверждение, можете посмотреть запись. И 30% в Genshin, но если вы выставляете в Genshin 60 FPS, смартфон тянет, но сбрасывает яркость в 3 раза. Если ставите 30 FPS, сбрасывает яркость в 2 раза, до 580 нит. Это не очень мало, это комфортно, но 30 FPS однозначно ставить не стоит. Притом стримит он в автомате в 1080p 60 FPS без проблем. В Antutu Smart выдал больше 1 300 000 попугаев. Storage тест же показал всего 74 тысячи. В Geekbench 6, сколько он выбил в мультикоре и синглкоре, вы видите, но, скажем прямо, по мне Proха и Pro Max 14, они пока более оптимизированы, разумеется. Хотя, может быть, 15-ку тоже подтянута, она будет лучше. Процессор-то один и тот же. Основной блок камер с тыльной части имеет 2 сенсора и светодиодную вспышку True Tone. Основной сенсор на 48 мегапикселей с апертурой 1.6 и оптической стабилизацией, сверхширик на 12 мегапикселей с апертурой 2.4 и углом обзора в 120 градусов. Запись видео доступна в максимальном
разрешении 4К 60 FPS, 8К не завезли, как и 120 FPS для 4К тоже не завезли. В кинематографическом режиме максимальное разрешение 4К 30 FPS, запись HDR видео с поддержкой Dolby Vision в максимальном разрешении 4К 60 FPS, смартфон имеет двухкратное OIS увеличение, двухкратное OIS уменьшение и 10-кратный цифровой зум. В настройках камеры есть некоторое количество настроек, их не особо много, но отмечу, что все настройки, которые есть, очень полезные. Фронтальный сенсор True Deep на 12 мегапикселей с автофокусировкой, апертура 1.9, максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 60 FPS, киноэффект, так же как и на основной сенсор, доступен в 4К 30 FPS. Короткие примеры вы сейчас увидите. 4К 60 FPS, ночь, съемка с рук. И вот так вы сможете снимать ночью с противными источниками освещения. Все камеры протерты, то есть как у нас яблоко 15 может отработать, как может отработать Redmi K60 Ultra, который, к слову, не является Xiaomi 13T или Xiaomi 13T Pro. Я это вам официально заявляю. Вот так вы сможете снимать с двух рук. И этот объект я снимаю практически на все смартфоны, последние там штук 70 видны в ролик. И вот так довольно неплохо вы можете организовывать съемки. Что я вижу? Я вижу сейчас, что и тот, и другой смартфон справляется неплохо. Зайчиков больше ловит по мне яблоко. По четкости картинки, но решать вам. Да, четче у яблока, по мне. Может быть, за счет контрастности. Надо на большом экране будет смотреть. Но если брать, допустим, дальний объект, посмотрите на здание позади, оно четче на Xiaomi. Ну и фронталку не хочется очень сильно сравнивать. Точнее, не очень сильно хочется сравнивать. Почему? Потому что у Xiaomi это 1080p, у яблока это 4К 60 FPS и шумы, и чего только нет у Xiaomi. Ну и расстояние, видите. Держу на одном расстоянии смартфона, на вытянутой руке. Если комфортно, вот так. Для Xiaomi это вообще неудобно, для яблока еще более-менее. Смотрим, как здесь надписи оцениваются устройствами. И ну что ближе, шумов больше у яблока по мне. Может быть, я не прав. Если делать X2, то здесь шумов больше по ощущениям Xiaomi. Вот так примерно сможете по ночам снимать с отсутствием луны, с большим количеством источников света. Надо смотреть на большом экране, потому что сейчас я не понимаю, что лучше снимают. Напишите, как по-вашему. Вот зайчики у Xiaomi здесь тоже очень противные. И немного ночной фронталки. Тихо говорю, потому что болею, не потому что кому-то подражаю. Потом буду говорить громче. Надеюсь, микро не закрываю. Повторяюсь, я никогда не заморачиваюсь. В основном, что закрываю микро или нет. Но вот сейчас я пытаюсь не закрывать. Но это, мне кажется, очень неразумно. Почему? Потому что они как раз и должны делать смартфоны так, чтобы у тебя автоматом, если ты закрываешь один из микрофонов, другие работали достаточно хорошо. Так, немного дневной съемки. Все стандартно в 4К 60 FPS. Вот сейчас буквально 15 секунд вам хватит для того, чтобы увидеть, что вот по зареву видите, как работает камера у яблока. И как работает камера у Redmi. Как говорится, все, что нужно знать. И, разумеется, Redmi может еще переходить на ультраширик. И X2, допустим, будет выглядеть вот так, телевичок. Вот здесь X3, вот X2. Хочется сказать, нечего сравнивать, правда? И немного дневной съемки. Повторяюсь, что у меня на лайв-канале есть уже примеры съемки одним кадром. Можете посмотреть. Для того, чтобы оценить, по большому счету, многое и не надо. И так видно все, правда? Ну что, пришло время слегка посмеяться, с одной стороны, с другой стороны, оценить, насколько хорошо фотографирует ночью у нас на фронталку тот же iPhone.
Почему? Потому что, с одной стороны, вот здесь у Xiaomi, как всегда, все волшебное, с другой стороны, мы здесь видим больного человека. И правильно видим, потому что у меня там температура была 39,6. Все, хоть врачу посылай, чтобы показывать, что вот так вот все плохо. Если говорить о конкретно шумах, о том, как он прорисовал нам бороду, допустим, и все остальное, но здесь даже сравнивать нечего. Яблоко рулит. Яблоко рулит, как часто многие говорят, намного проще сделать с большего количества деталей меньшее количество деталей, а вот с этого это уже не сделаешь вообще никак. Здесь теперь наоборот, слева у нас Xiaomi, справа у нас великий ужасный iPhone. И вроде бы кажется, что iPhone слил, потому что здесь, если посмотреть, вот эти вот зайчики, они не очень. Но давайте-ка попробуем поближе посмотреть, что там все-таки в этой картинке. И насколько он слил или не слил, будет ясно вот сейчас. Но я думаю, даже вам на YouTube видно, что уровень детализации здесь просто космос по сравнению с ним. Смотрите, здесь City не видно надписи, здесь видна она, все равно прослеживается. Здесь хоть какие-то буквы видны, здесь вообще сплошной. Здесь видно даже лицо человека, который отдыхает. Здесь не видно ничего, кроме того, что там кто-то. Яблоко уделывает его по полной программе. Так, вот еще две интересные фотографии. Смотрите, у нас есть Xiaomi и есть iPhone. Как вы думаете, где кто? Правильно, справа у нас iPhone, слева у нас Xiaomi. И это довольно просто заметно по детализации того, что мы здесь наблюдаем. Хотя в каком-то моменте даже нет. Мне все-таки больше однозначно фотография на яблоко нравится. И замыливания нигде нету. И все по фэншую. И шумов по минимуму. И вот этой вот штуки нет бесполезной, которой быть не должно. 4К 60 FPS. И видите, никакой магии. Все равно там все белым-бело. Ну что, основная камера 4К 60 FPS. День в этой локации я уже снимал себя. В обзоре одним кадром на лайв-канале вы можете посмотреть, как все это дело отрабатывает, как отрабатывает стабилизация, либо увидеть сейчас. И по большому счету, что можно сказать? Что смартфон снимает очуменно классно из коробки. Они еще при любом раскладе будут что-то там где-то допиливать. Но вот то, что они сделали сейчас, это прям в прямом смысле идеальная камера для того, чтобы создавать какой-то контент, любой. Ну вот посмотрите, то есть идеально. Вот передача цвета, объем. То есть они в каком-то смысле дотянули уже даже, я очень часто повторялся, что у Huawei нереальная передача объема. У Яблока теперь тоже. Ультраширик вот так выглядит. Можно, говорю еще раз, что переключаться спокойно на Телевик X2 вот так. Не говорил в ролике по поводу того, что можно использовать определение портретом. У многих оно не получалось. Автоопределение, когда смартфон сам видит лица в обычном режиме. Ну и по мне это приблуда максимально такая специфическая. Хотя, опять же, портреты используют люди часто. Не знаю, напишите сами, часто юзаете или нет. Напишите через месяц, погонять его или нет. Но я не думаю, что изменится цена, я не думаю, что изменятся какие-то функции. Я уверен, что ни лучше, ни хуже он не станет. Хотя все покажет время. 4К 60 FPS, съемка с X2, движение вверх. И вот сейчас вы видите, как он может отрабатывать стабилизатор в очень неприятных для себя условиях. Сейчас X1, основной модуль и ультраширик. Вот так. 4К 60 FPS, финальный тест, основная камера, iPhone 15. У агашном чехле вот так вы сможете себя снимать. Допустим, X2, телевик. Неплохо. Если не сказать, очень даже хорошо. Если не сказать, что лучше Яблоко может снимать только Яблоко, которое еще дороже. Как не противно это звучит. Даже с этим освещением. А насчет микро я не знаю. Микро здесь есть направленные, а вот как в чехле он отрабатывает, слышите вы лучше, чем я. И фронталка 4К 60 FPS, лифт. Все как всегда. 4К 60 FPS, 8К так и не появилось, обновления все стоят, iPhone 15, ночь. Можно переходить на ультраширик, можно X1 и X2.
Странные зайчики такие. Странные. Ну что, 15 Pro Max будет в следующий раз, а это iPhone 15 4К, 60 FPS, съемка с одной руки, и всем весело, все гуляют, но не это главное, главное для вас, как здесь отрабатывает камера по съемке и всему остальному. Насчет стабилизации вы сами все видите. Но опять же, еду я не особо быстро, но и рука у меня не идеальная. Я держу смартфон. А по звуку говорю через шлем, но забрала открыто. По картинке, по мне цвета передаются неплохо. Если букву М брать, вот допустим, ту же, посмотрите на Макдональдсе. Ну, он здесь очень бледный, то есть я вижу очень бледный серый к низу, желтый. Если вы видите какой-то другой, то значит что-то здесь не так. Вот так вы сможете снимать. Движение, напоминаю, что так, разумеется, снимать нельзя. Нужно две руки на руле, обязательно быть трезвым и соблюдать правила дорожного движения. Разумеется, обязательно в шлеме. В целом неплохо, но и не сказал бы, что картинка идеальная. Здесь все-таки это простая версия для яблока, и если нужна хорошая камера, это отличная камера, скажем так. Это не про пятнашку, но хорошая, она все равно хорошая. На ультраширик можно переключаться, кстати, в этом режиме, и вот сейчас я снимаю на ультраширик 4К 60 FPS, это довольно круто. Еще бы круто было бы, чтобы можно было в режиме реального времени еще и переключиться на фронталку, но, к сожалению, нет. Такой фишки здесь нету. Может, в сторонних программах, кстати, напишите, вдруг вы где-то видели. Ну и немного фронталки, 4К 60 FPS, съемка с одной руки, движение, в принципе, довольно комфортно, не очень далеко приходится руку оттягивать, хотя довольно не очень далеко, это в плане, что не нужно аж вот так делать. Но все равно, наверное, не супер комфортно, чтобы себя снимать без штатива. Смарт в чехле, съемка ведется в движении, ночь, никаких источников света, кроме искусственного, нет. Особо никаких шумов, кроме машин каких-то рядом, тоже нет. Ветер, да, довольно сильный, но не лютый. В принципе, говорю, относительно 14 Pro Max, конечно, это не то, но по камере. Но в целом неплохо. Еще немного съемки. Ну, шумов хватает, и, повторяюсь, мне не нравится, что он делает со светом. Не нравится, не должно быть так, чуть-чуть лучше должно быть. Я даже не знаю, сколько раз мне надо проверять и протирать. Может быть, как-то они потом допилят. Но вот смотрите, это линзы именно у основной. У ультраширика не такие зайчики. Понятно, это физика, но все равно. Все равно. И немного ночной фронталки 1080p, разумеется, не здесь. Здесь у нас 4К 60 FPS, и смысла я не вижу на яблоках снимать на 1080p. Потому что если вам даже посылать что-то, то можно потом эти сами сжимают, в принципе, мессенджеры. Хотя и программки есть, но может быть иногда и правда разумно 1080p. Ну и фото максимум X10, если говорить про видео, то здесь максимум X6. Как выглядит этот значок, а какие цвета, вы и так знаете. Вроде угадывает. И еще немного спокойной съемки, но смотрите, насчет этого яблока, что вы получаете в итоге? Dynamic Island, камеру чуть-чуть лучше, процессор как у профи прошлой. Но еще раз, 100 раз повторю за ролик, наверное, что 60 Гц убивает все эти штуки, потому что $800, понятно, что по средней температуре по больнице вы никогда не найдете смартфона с суммой качества лучше, чем яблоко. Но, допустим, брать тот же Xiaomi 13, ладно, там фронталки нет. Ну а Samsung, реально за $800 купить Samsung, мне кажется, даже ультру реально найти, 23.
Если да, на Pro и Pro Max сливает вчистую, то вот это дело, оно будет разрывать и по съемке, и по остальным качествам. Но по поводу чего он не будет разрывать? Я говорю, самое главное, с чем ты контактируешь всегда. Это экран, да, он здесь классный, яркий. Но 60 Гц в 23 году, ладно, Lightning там, не Lightning, Type-C они добавили, круто. Но именно 60 Гц это прям перебор, ну хотя бы 90 бы поставили. И мне не кажется, что моя позиция изменится. Я точно буду сравнивать этот смартфон всегда с флагманскими андроидами по видеосъемке, потому что это низшая ступень развития у яблок. Но именно как пользователь я бы себе не стал брать сейчас именно из-за экрана такой смарт. Если вы рассматриваете яблоко, то надо искать высокую герцовку, чтобы с ним именно приятно было им пользоваться. 4К 60 FPS, основная камера. Завтра еще будет обзор одним кадром для вас сегодня на лайв-канале. И вот так вы сможете ночью себя в зеркало снимать. И на ультраширик тоже давайте. И на ультраширик сможете снимать. Это 4К 24 FPS ночью, чтобы вы увидели разницу. Кстати. Это 4К 30 FPS. Я думаю, разницу вы увидите конкретно. Напоминаю, что эти локации в очень большом количестве смартфонов вы можете увидеть, и как раз увидите разницу легко. И 4К 60 FPS. Кстати, на ультраширик можно перейти. На ультраширике все темно, на основе очень даже прилично. Минусы. Сбрасывает яркость в играх, нулевой комплект, огромные рамки у экрана, только в 15 Pro и выше рамки сделали меньше. Внешний вид от 14 линейки не особо изменился, хорошо Dynamic Island добавили. Старая версия Type-C, несмотря на то, что Lightning поменяли на Type-C. Много функций приложений не работает в РФ, чисто гипотетически их могут у нас окирпичить. Ну и космический ценник для смартфона, у которого 60 Гц экрана. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Резюмировать я бы хотел довольно сложно. Почему сложно? Потому что с одной стороны мы здесь имеем и направленный микрофон, и защиту от влаги, и космическую яркость в 1,3 люкса. И вроде бы вот даже в играх он тянет. И Twitch он тянет 1080p 60 FPS. И в руке лежит удобно, выглядит классно, и очень много разных расцветок. И механический переключатель мне больше импонирует, чем кнопка в Прошке и Pro Max. Но это все с одной стороны. С другой стороны, смотря на этот ценник и понимая, что у нас здесь 60 Гц экрана, тач на 5 касаний максимум. Реально, когда играешь, это ощущается. Возникает невольно вопрос, они там ничего не перепутали? Я понимаю, что они сделали устройство таким, чтобы у людей было желание покупать Pro и Pro Max. Но 60 Гц в 2023 году это просто плевок в лицо покупателя. Именно 15-я серия, я считаю, максимально провально не сейчас это делать. Хорошо, они добавили Type-C-шник, пусть он версии 2.0. Хорошо, отлично снимает, лучше стало все, и сенсор, и процессор от прошки прошлой. Ну а зачем вам это все, если у вас нет нормального экрана? Да, он яркий, но плавность, я еще раз повторяюсь, те, кто хоть раз использовал Android, смартфон за 100 тысяч рублей в 2023 году, они поймут, что это как минимум издевательство. Поэтому от меня девайсу из-за 60 Гц однозначно нет. Я не знаю, за какие деньги они должны его сейчас продавать, чтобы я сказал им да. Первый момент. Второй момент. Кто не знал, у меня есть два брата, Дима и Женя. И я первый раз их за 5 лет вспоминаю. У них сеть ремонтных магазинов только в Москве. Ничего у них не посылается откуда-то. Внизу вы можете увидеть ссылку на их телеграм-канал. Они там расписывают, какой ремонт сколько будет стоить. По промокоду «Польза» вы получите скидку в 5% и плюс при помощи них разоблачение, как с яблоками обманывают. Потому что недавно я разбил себе стекло здесь, мне по тихой сапе поменяли вместе со стеклом экран. Меня как раз Женя проконсультировал, каким образом это дело все вернуть на место. Мне помогли, экран вернули. Но вот такие моменты, когда ты монтируешь смартфон за 100 тысяч,
на них стоит обращать внимание, учитывая, что авторизованных центров у нас уже, к слову-то, и нету. Здесь больше на доверие. Поэтому подписываемся на канал с колоколом, смотрим, какие актуальные цены на ремонты. Девайсу однозначно нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья!